Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний танк польский 6 уровня 40 ТП. Вот, проходная прокачиваемая ветка. Вот такой вот, видите, огромный у него толстый дрын. А это средний танк универсальный. Вот, предлагаю пойти поглядеть бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, вот коллижная модель нашего 40 ТП. Давайте разбираться, что это за броня. НЛД у нас под хорошим углом, но в приведенке все равно 30 мм. Дырка. А стык между НЛД и ВЛД, вот эта центральная часть, имеет бронирование 100 мм в приведенке, потому что бронеплита сама по факту 90. И это, в принципе, уже неплохо. Уже. ВЛД 50 мм, но под хорошим углом наклона 95. Ну, такое тоже себе. То есть, по сути, это пробиваться все равно будет даже шестерками. Обычными снарядами будет. Подбашенная рубка вот уже крепкая. 125 миллиметров. Вот, переходим к башне. У нас такая огромная маска. Бронеплита основная башни 133. Маска орудия 132. К низу 121. 121. Есть вот такие щелочки по 120. Щеки имеют в приведенке 196 и рикошет. Верхняя планка 25 мм. В приведенке у нас дает там 50. Сюда можно закидывать. Лючок тоже слабенький, 80 мм. Сама вот прям непосредственно квадрат вокруг орудия. Прям квадратиш 183. Мы не имеем на этом танке надгусеничных полок. Вот, у нас 40 миллиметров в бортах, и танковать он реально может, и может хорошо. За счет рикошета даже перекрученный борт, видите, позволяет держать удар. Вот, соответственно, в лоб крепкие места, раз, маска, щеки. Вот, есть вот такие уголки, есть крыши, есть люк, куда его можно пробивать. Да и ВЛД у него тоже достаточно слабая. Так, с броней разобрались, от борта умеет, и что-то кое-где есть у него маска, рубка. Давайте смотреть модули основные. Нам предлагается куча орудий. Вот. Нас сразу говорю, интересует, конечно же, топовое орудие 240 альфа, 156 пробитие основным, 198 голдой. Сводится долговато, почти 3 секунды. И точность, ну такая себе, 0,4. Общий ДПМ 1700. 8,5 секунд на стоке заряжается. Но все равно нужна эта пушка, идем на нее. По поводу башни, разница у нас 360-37. Здесь у нас 330-33. То есть плюс 4 градуса в секунду добавляет топовая башня, скорость поворота самой башни. Ну и обзор увеличивает. Также, по-моему, увеличивает, да, существенно, причем существенно увеличивает бронирование башни. На стоке 75, 50, 35, здесь у нас 130, 60, 40. 130, а не 75, как здесь. Да, старайтесь прокачать как можно быстрее эти моменты. Вот, по рации 430 дальность, здесь 375. Это модуль можно качать в самый последний момент. Вот, 400 мощность, здесь у нас 450. Ну, где-то процентов 8 точно даст подвижности. 40 градусов в секунду поворачиваемость 36. Здесь где-то также процентов 8 поворачиваемости корпуса на месте. Обязательно качайте. По поводу, так, давайте прожмем. 2 раза, вот. Так, здесь скорость поворота ходовой, все круто. Штраф, качаем легкосплавные узлы. В четвертом блоке от разброса при движении ходовой у нас хреновая точность. Прям, ну, совсем. Наверное, я бы качнул бы плавающий прицел, хоть что-то улучшить. Вот, к максимальной скорости назад, к ремонту ходовой, к незаметности, к ремонту ходовой. Этот танк, он медленный. Вы не будете на нем рашить и ехать вперед. Вот сейчас дальше разберем его скорость. Здесь, наверное, все-таки максимальная скорость назад, скорость ремонта ходовой. Этот танк про больше, наверное, перестрелку с тяжелыми танками, нежели со средним. Сейчас объясню, в чем прикол. По оборудованию.
Ставим стандартный дефолтный комплект для средних танков 6 левела. В основной слот ставим обязательно турбину. Танк даже с турбиной не едет от слова совсем. Большинство танков 6 уровня тяжелых вас будут обгонять. Вот такой это средний танк. Да, обязательно ставите досол, у нас пушечка долго заряжается. Ну и хотелось бы, чтобы сами себе, да и для других вы иногда могли засветить врагов. Вот, значит, по снарядам основной у нас ББХ летит 950, отлично. Голда подкол летит почти 1200, вообще супер. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Но у меня экипаж СС-53 со старшего левела, я его голду не тратил, не переобучал на 100% на эту машину. Поставил доп. Паёк, чтобы минимизировать вот эти самые потери. Экипаж у нас 4 члена экипажа, качаете перки, как сейчас видите на табличке. Вот, по УВН у нас минимальный комфорт, минус 8, пойдет. По ХП 840, не так уж много. Тот же самый на 6 уровне японский танк Чито, и то обладает там 940 или 920. Могли бы сюда и побольше накинуть, учитывая подвижность данной машины. По мобильности у нас 55 вперед, 55, 21 назад, менее 13 лошадей на тонну. Я вас уверяю, больше 40 км в час он не едет. 55 это, видать, даже не под гору, а если просто с 9 этажа его бросить вниз, тогда он наберет эту скорость. Нереально медленно ездит. По незаметности, перк незаметности у меня не вкачан, у одного члена экипажа, у других только прокачивается. И предвижу, что он будет в плоскости 28 где-то процентов неподвижной машины и около 22, 20, наверное, даже в движении. По обзору 394 метра, у меня, как всегда, штраф 22, так бы было бы там почти 420 метров. С обзором все нормально. Вот, по плюсам и минусам машины. Танк на самом деле небольшой, хотя и глядится таким мощным, да. Это и плюс и минус. Как плюс и минус? Больше плюс, небольшой. То есть он не длинный, не высокий. По подвижности полное говно, прям жирный минус. По пушке плюс однозначный, хорошая скорость полета снаряда, какой-никакой УВН есть, хорошая сочная альфа, нормальное пробитие. По обзору все с ним четко, по незаметности рядом с нормальными характеристиками. Вот. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, на что способен 40 ТП. Погнали. Так, попали на затерянный город. Честный бой. Да, честный. Одна арта. 40 ТП обзор боем. У нас танчик. Польский, 6-го левела. Проходная прокачиваемая ветка. С его подвижностью никакущей. Даже не знаешь, как воевать тут. Просто не знаешь, как воевать. Сейчас будет весело. Вот подвижность, смотрите. Нас обгоняют абсолютно все. Просто все танки обгоняют. Уже засвет тут вовсю, да? Враги повсюду.
Приближаются танки. Вот это громадина! Враг уже близко. Это ЛТшка светит. Сейчас у нас Т-34 отлетит следом. Враги повсюду! Будет больше мишеней. Враг уже близко. У врагов подкрепление. Враги повсюду. Это мне нравится. Враг уже близко. Меня задели! Меня задели! Добром это не кончится. Надо валить! Так гораздо лучше. Меня задели! Противник на 12 часов! У врагов подкрепление! Получи! Да, туповато я сыграл, пришлось отступать, нахватал, теперь вперед мне будет тяжело идти. ЛТшка стояла-то, светила. Ну, сумма у нас есть, конечно, 1300. Благодаря нам убили вот эту херню, там еще какую-то. Но ЛКВ-то как выдергивать?
А чё это я не засветился? А чё это я не засветился? И опять нет. И опять нет. Все, готово. Так, сколько у нас там? 1300. Маловато, конечно. Ну, тигра там сейчас разорвут. На балкончике Базота тусит. Поехали! Убили Меня не Базоту. остановишь! Случайно попали. Что хочу сказать за этот танк. Все в нем хорошо, альфа, пушка. В принципе, неплохая. Брони, конечно, как таковой нету прям. Все-таки средний танк, а не тяжелый. А вот подвижность хуже, чем у тяжелого танка. Получить удовольствие, играя на этом танке, я думаю, не у меня вот точно не получилось, и у вас не получится. Он очень медленный. Даже с турбиной. Даже с турбиной он ни хрена не едет. Поэтому я на нем точно катать еще не буду, кроме как на обзоре, да. Вот считаю, что турбина здесь важна для такого дрына. Важен досыл, ну и чтобы светить себе и союзникам, просветленка тоже нужна. Вот. Пишите свои комментарии, если у вас такая машина, как вам в целом 40 ТП. Как по мне, это кусок дерьма. Прям реально дерьма. По пятибалльной системе еле вытягивает на 2 с плюсом, и то благодаря своему орудию. Ну, с нормальной альфой. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.